Приветствую, друзья! Бои на линии фронта идут настолько интенсивные, что натовские наемники каждый день публикуют различные свои карты с продвижениями русской армии. И приходится все-таки персонажам признавать объективную, суровую для них действительность. И, конечно, в этом плане они пытаются что-то сделать, но в конечном итоге просто обозначают, какие направления для них самые опасные. И, конечно же, Днепропетровское направление для них сейчас представляет очень существенную угрозу, потому что если русская армия все-таки выйдет на оперативный простор и отрежет Запорожье и выйдет к Днепропетровску, то это, знаете, очень печально для ЧВК ВСУ закончится. Но русская армия продвигается не только в Днепропетровской области. Вот, например, поселок Ямполь уже частично находится под контролем наших войск, и оттуда вот уже присылают такие вот фотографии и видео, условно, которые сняты были несколько дней назад, и сейчас там продолжаются очень интенсивные бои. Ну и это далеко не предел, потому что в Купянске сейчас идут просто еще более жестокие уличные бои, потому что там наши штурмовики все-таки, несмотря на подкрепление натовской ЧВК ВСУ, все равно продвигаются внутрь города, и на карте можно заметить, где конкретно сейчас уже расположены наши российские позиции, ну а где еще остались натовские наемники, которых сейчас там уничтожают. Параллельно с этим в сети продолжается поток некрологов в отношении колумбийских наемников из ЧВК ВСУ, потому что эти персонажи, как известно, очень активно принимают участие в боевых действиях против русской армии, потому что наемников с украинским паспортом, как мы видим, просто физически стало уже значительно меньше. Ну и поток дезертиров в этом плане здесь подкрепляет, так сказать, наличие колумбийских наемников в рядах ЧВК ВСУ, и поэтому сейчас их просто сотнями действительно вот хоронят. Ну и, естественно, частично мы видим вот в социальных сетях такие вот некрологи. По всей линии фронта очень активно работают наши FPV-дроны, дроны на оптоволокне, и методично продолжают жечь различную натовскую технику, где бы она ни пряталась, и даже если в чаще леса она находится, то там все-таки тоже ее находят. Ну и, конечно, идет просто невероятно жесткая атака за операторами натовских дронов, и в том числе дронов разведывательных, и на кадрах можно заметить, как вот наш разведывательный контур выявил конкретное место дислокации подобного рода расчетов и вот расчетов для запуска. Ну и, знаете, ответ русской армии не заставил себя долго ждать, и на кадрах можно заметить, что, собственно, не сладко было им, даже если они сидели очень и очень глубоко. Параллельно с этим ВКС РФ продолжают бить по объектам натовской ЧВК ВСУ. Вот, например, город Харьков и место дислокации наемников. И прямо вот на видео попал прилет дрона камикадзе Герань. И это, конечно, далеко не предел, потому что и в Киевской области сегодня был поражен очень такой серьезный логистический хаб, который использовала корпорация «Эпицентр», олигархов украинских ГРХ, которые, кстати, регулярно донатили на натовскую ЧВК ВСУ. И, знаете, с учетом того, что территорию гипермаркета «Эпицентр» регулярно использовали для военных целей натовские наемники, естественно, партизаны обозначили, где и куда правильно нужно бить, для того, чтобы были максимальные потери. Ну и, собственно, удар не заставил себя долго ждать, и горело там очень и очень долго, и выгорело абсолютно все. Тушили даже с вертолета, но по факту ничего не помогло, и, конечно же, это все четкий маркер того, что те украинские олигархи, которые помогают натовской ЧВК ВСУ, они будут в любом случае наказаны, и, естественно, наказывать их будут в первую очередь рублем, вернее, в их случае гривной и долларом. Другие объекты натовской ЧВК ВСУ также были сегодня под ударом. Это в первую очередь касалось и Василькова, ну и окрестностей, конечно, и Черниговской области, и Запорожской, и, собственно, окрестности города Запорожье, потому что там очень много с различных там складов боеприпасов и логистических узлов натовской ЧВК ВСУ, и по всем ним очень жестко прилетало. Конечно же, прилетало и по различным складам и местам расположения фур различных, которые используют для того, чтобы там осуществлять логистику для натовской ЧВК ВСУ. И все эти удары, конечно же, наносились сегодня ночью, и в течение дня также вот удары не прекращались, потому что, в принципе, сейчас вот уже ВКС РФ выходит на такой уровень, что день и ночь, в принципе, без разницы, дроны камикадзе будут прилетать
24/7. При этом очень забавная новость приходит сегодня с Польши, потому что недавно они объявили, что русские дроны камикадзе атакуют Польшу, но потом выяснилось, что это дроны Гербера, дроны-обманки, которые из пенопласта и палок сделаны, и, собственно, эти дроны, вот штук 10 их залетело на территорию Польши. Ну и в недоумении многие были, почему же, собственно, польские СМИ публиковали изначально вот фотографию дома, который разрушен, потому что дрон из пенопласта явно не мог разрушить дом, как бы он, собственно, не старался. Ну и сегодня уже стало очевидно, что это не совсем российский дрон, а это конкретно ракета воздух-воздух, оказывается, с польского истребителя F-16, который пытался сбить дрон Гербера, но у него не вышло, и эта ракета воздух-воздух, оказывается, угодила в польский дом. С учетом того, как работает натовская система ПВО на территории Недорейха Зеленского, очевидно, это уже прям традиция, когда натовские ракеты ПВО летят по жилым домам, там, многоэтажкам и так далее. Но сейчас мы видим уже даже в Польше система натовской ПВО работает просто одинаково, и несмотря на все эти перипетии, конкретно вот натовские ракеты ПВО даже в Польшу летят конкретно по жилым домам. Ну а с Беларуси приходят новости о том, что там все-таки русская армия с белорусской, и с индийской, и с многими другими еще войсковыми соединениями стран УДКБ отработали, собственно, применение тактического ядерного оружия, Орешника, ну и, естественно, баллистических ракет «Искандер». И, конечно же, эти все учения определенный намек странам НАТО, что если все-таки будут на границе с Беларусью различные провокации, то ядерный удар не заставит себя особо долго ждать. И, собственно, эти учения просто продемонстрировали, каким образом примерно это будет происходить. Американцы даже сильно обиделись на Индию, потому что индийские спецподразделения также принимали участие в отражении, собственно, вот этой вот учебной атаки блока НАТО. И в этом плане уже вот возмущения в Вашингтоне просто не было предела. И, конечно же, и в Лондоне, и в Брюсселе все это дело оценили. И, очевидно, участие в таких учениях по отражению фактически натовской агрессии Индии для очень многих стран Запада это определенный маркер, который четко дает понять, что Индия с Россией и с Китаем это уже тот самый базовый монолит, который обнуляет фактически западную гегемонию в прямом смысле слова. Забавно то, что на этом фоне сам недофюрер начинает критиковать Трампа и возмущаться тем, что США недостаточно делают для, собственно, вот недорейха Зеленского. И здесь очевидный конфликт интересов Британской империи и Соединенных Штатов. И сейчас это все будет все больше и больше вылезать наружу, потому что фактически Зеленским, как мы уже понимаем, администрирует все-таки с Лондона больше. И в этом плане возмущений сейчас, конечно же, от Трампа будет очень много. Но, тем не менее, Трамп, по сути, вот очень ограничен в действиях, потому что у американских корпораций записано в частной собственности очень много миллионов гектаров украинской земли. Записаны все украинские недра уже в американский фонд, как мы знаем. Мы отдельные законы даже Верховная Рада по этому поводу утвердила. Поэтому Трамп, несмотря на такую вот хамскую риторику со стороны Зеленского, вынужден все-таки защищать частную собственность американских корпораций, потому что для этого его в конечном итоге олигархи на должность президента США и поставили. Забавно то, что по понятиям вот даже вот британских различных там этих королевских домов и так далее, очевидно, что шут может заходить в парадный вход, и шут может говорить гадости и критику даже на вот монарха там или каких-то там первых персон. И мы видим, что Зеленскому конкретно вот такой карт-бланш с Лондона дали, и поэтому такая хамская риторика, я уверен, что подкреплена, собственно, даже вот такими элементарными понятиями англосаксов. Из интересного можно добавить, что в Недорейхе недавно утвердили такой базовый бюджет на следующий год. И там пенсии решили поднять на $6, ну а прожиточный минимум на $7, потому что инфляция за последние несколько лет, она просто очень серьезно там била все рекорды. И, конечно же, там все-таки покупательная способность очень жестко просела. И сейчас мы видим такие вот подачки, которые по факту ничего там не особо сделают и картину как-то не поменяют, но тем не менее не присутствуют
присутствуют, значит, все-таки режим Зеленского решил провести предвыборную кампанию за счет англосаксов, за счет стран Евросоюза, потому что в конечном итоге все эти вот надбавки платить будут конкретно с тех денег, которые получат в кредит от Евросоюза, от Британии, от МВФ и прочих структур. А вот в Карибском море продолжается возрождение пиратства, но уже с точки зрения ВМС США. И сегодня американцы разбомбили очередную шлюпку венесуэльскую, и, собственно, в конечном итоге все это дело получилось, что это просто убийство в нейтральных водах, потому что эту шлюпку не досмотрели, не остановили, чтобы показать, что эта шлюпка как-то хоть связана с наркокартелями, может быть, там хотя бы какой-то наркотик бы нашли, но по факту мы видим, что просто вот ВМС США в Карибском море выслеживают венесуэльские различные суда из беспилотников или с эсминцев, как в этом случае, просто эти все суда начинают расстреливать. А это все-таки уже чистый акт такого морского пиратства, ну и, конечно же, военное преступление. И в этом плане, безусловно, должна быть реакция вот международного сообщества. Я полагаю, что вскоре она будет со стороны Китая и России. Ну а страны Евросоюза продолжают играть в клоунаду, что якобы украинцы взорвали Северный поток-1 и 2, и вот уже Испания приняла решение об экстрадиции подозреваемого украинца, диверсанта в Германию. И сейчас это на полном серьезе вот двигают в медийном поле. И очевидно, что козлов отпущения уже назначили, даже вот уже депортируют его с Испании в, собственно, Германию. И, конечно же, там будет показательный такой вот потешный суд, который обозначит, что все-таки это якобы вот Залужный во всем виноват, и он диверсантов каких-то вот послал украинских, которые взорвали Северный поток-1 и 2, американцы с британцами, с норвежцами вообще там ни при чем. И, собственно, именно это сейчас и нужно англосаксам, потому что, конечно же, эту тему Россия и Китай видят совершенно под другим углом. И очень даже может быть, что за неполученную прибыль от этих газопроводов нужно будет заплатить из Лондона, из Вашингтона. И поэтому сейчас мы видим, как активно двигают эту тему с вот фейковыми диверсантами. Примечательно, что на этом фоне сегодня 5 стран Евросоюза отказалось ужесточать визовую политику туристическую в отношении россиян. И это касается, конечно же, Италии, Греции, Испании. И все эти страны обозначили, что нет, они готовы принимать российских туристов. При этом это страны НАТО, и они финансируют сейчас вот убийство русских солдат. И мне, например, непонятно, какие же все-таки российские туристы будут ехать в эти страны НАТО и, собственно, тратить там свои деньги для того, чтобы усиливать экономики этих стран. Но здесь на самом-то деле, если многие решают вот в ту сторону ехать, это их уже вот ментально, так сказать, вот психологические проблемы и, собственно, их ответственность. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. При этом не забывайте также и подписаться на канал в мессенджере российском национальном МАХ. Ссылка на вот канал в МАХ также вот указал в описании под видео. До скорого!